Ходовая часть. Как известно, танки не боятся грязи, а еще ухабов, рытвин и прочего бездорожья. Хорошую проходимость танку обеспечивает гусеничный движитель. В качестве основного он был выбран еще в начале 20 века. Примером того, насколько гусеничная техника более проходима, чем колесная, были тракторы, вроде знаменитого Холта, на основе которого создавалась ходовая часть первого английского танка. На английских танках-ромбах ходовая часть представляла собой катки, жестко прикрепленные к корпусу, и гусеницы, идущие по всему его периметру. Проходимость у ромбовидных танков была отличная, а вот рессор конструкции не предусматривалось, так что машину нещадно трясло на ухабах. После Первой мировой войны еще некоторое время пытались строить танки на тракторной ходовой. Но уже к 20-м годам стало понятно, что ее возможности очень ограничены. Инженеры стали разрабатывать специальные танковые подвески. Грубо говоря, их можно разделить на 3 группы: блокированная, индивидуальная и смешанная. Блокированная ходовая состояла из тележек, на которые крепилось несколько катков. Рессоры могли ставиться только на тележке или на тележке и катках вместе. Блокированная ходовая часть была у танков Викерс 6-тонный, Шерман, Т-28 и других. Преимуществом блокированной ходовой были мягкий ход на малых скоростях, простота в обслуживании и удобство в производстве. Были и недостатки. Например, плохая защищенность элементов ходовой и невозможность развивать на ней высокую скорость. В индивидуальной ходовой части каждый каток подрессоривался отдельно. Использовались листовые рессоры, спиральные пружины и позднее торсионы. Из ранних вариантов индивидуальной подвески надо вспомнить подвеску американского инженера Кристи, изобретенную им в 20-30-е годы. Танк с ней мог передвигаться как на гусеницах, так и на колесах. Например, колесно-гусеничными были советские легкие танки БТ. Позднее от колесного хода отказались. В гусеничном варианте подвеска Кристи применялась на целом семействе английских танков, в том числе Кромвель и Комет, а также на самом известном советском танке времен Второй мировой Т-34. В ходовой Кристи в качестве рессор использовались спиральные пружины. Индивидуальная подвеска на листовых рессорах была у немецкого танка ПЦ-2. У этого танка было по 5 катков с каждого борта, и каждый подпружинивался отдельной рессорой. Торсионная подвеска появилась в конце 30-х годов. В качестве пружинящего элемента в ней применялся торсион — металлический стержень, работающий на скручивании. Преимущество торсионной ходовой — это ее низкая уязвимость на поле боя, относительно компактные размеры, плавность хода. И в наше время именно торсионная подвеска используется на большинстве танков. Перспективные виды подвески — это пневматическая и гидропневматическая. В них амортизация происходит за счет сжатия воздуха или жидкости. В 30-е годы пневматику впервые поставили на английский «Тетрарх». Она и сейчас используется на отдельных танках, например, на английском «Челленджере». Но в целом широкого распространения пока не получила. В следующем выпуске мы расскажем вам о двигателе и трансмиссии, агрегатам, благодаря которым танк приводится в движение.